Приветствую в прямом эфире «Большой космос». Программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. Поехали! Олег Артемьев и Денис Матвеев при поддержке Сергея Корсакова провели успешный выход в открытый космос. Космонавты активировали манипулятор «Эра» на МКС. В ходе ВКД-53 Олег Артемьев развернул копию Знамени Победы. Самые яркие моменты работы в открытом космосе прямо сейчас. Наступающим Днем Победы! Генеральный директор Роскосмоса рассказал, цитирую, о положительном решении по обращению главы ДНР в госкорпорацию. Изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем будет нанесено на борт ракеты Роскосмоса. Дмитрий Рогозин также отметил, что на корпусе ракеты-носителя появится символика ДНР и ЛНР и пообещал привести на ракетный пуск детей Донбасса. Программа «Сфера» – заявка на полную независимость России в вопросе обеспечения бизнеса и государственных органов всеми космическими сервисами, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Тему продолжит Николай Вдовин. В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся конгресс «Сфера» в рамках 15-го Международного навигационного форума. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подчеркнул важность проекта комплексной многоспутниковой системы «Сфера». «Сфера» — это заявка на полную независимость нашей страны в вопросе обеспечения народа нашего бизнеса и государственных органов власти всеми космическими сервисами. В начале апреля правительство России одобрило федеральный проект «Сфера». Инновационная спутниковая система даст не только технологический, но и экономический прорыв для нашей страны. В рамках проекта «Сфера» на орбиту будут выведены несколько сотен спутников. В систему войдут около 10 различных видов аппаратов. Одни из них — спутники «Экспресс», а также марафон для интернета вещей. В ближайшее время начнется выведение первых аппаратов серии «Скиф» для широкополосного доступа в интернет. Они будут обладать уникальной орбитой высотой 8000 километров. Для бизнеса сегодня крайне важная задача – это мониторинг инфраструктуры. Вот почти 40 миллиардов устройств к 2025 году будет подключено к интернету. Это то, что мы называем с вами интернет вещей. Это всевозможные датчики, контроль состояния опасных объектов, контроль движущихся объектов и так далее. На форуме «Навитех» Дмитрий Рогозин отметил укрепление сотрудничества с Китайской национальной космической администрацией по многим направлениям, начиная от спутников навигации и заканчивая лунной орбитальной станцией. Я приветствую участие в сегодняшнем форуме наших коллег из Китайской Народной Республики. Мы не сомневаемся в том, что то сотрудничество, которое зародилось между ГЛОНАССом и Бэйду, навигационными группировками, вполне может распространиться и на группировки связи, а также наблюдения.
В будущем китайская национальная космическая администрация будет придерживаться принципов равноправия, взаимовыгоды, мирного использования, гармоничных существования и развития, укреплять сотрудничество с госкорпорацией Роскосмос. В рамках форума компания TerraTech и система распределенного реестра заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены реализовать проекты с применением технологий распределенного реестра и дистанционного зондирования Земли, а также развития орбитальных проектов на базе блокчейн-технологии. Конгресс «Сфера», безусловно, можно назвать центральным событием года Российской Федерации в области использования космических информационных технологий. Вы смотрите «Большой космос», и в студии главный эксперт нашего сегодняшнего эфира Павел Геннадьевич Черенков, генеральный директор спутниковой системы «Гонец». Кстати, впервые у нас, Павел Геннадьевич, приветствую. Замечательно, что вы пришли. Что называется, давно планировали интервью с вами. Первый вопрос. Объявлено о создании компании «Сфера». Это оператор федерального проекта «Сфера». Основные задачи, напомню, в том числе и нашим зрителям, это создание, эксплуатация, предоставление услуг на базе систем все того же федерального проекта «Сфера». Павел Геннадьевич, что можно, нужно сказать об участии спутниковой системы «Гонец», которую вы возглавляете в этом большом деле? Николай, во-первых, спасибо большое за приглашение. Очень приятно побывать в этой новой шикарной студии. То, что касается участия спутниковой системы «Гонец» в федеральном операторе «Сфера». Во-первых, надо сказать немножко об истории, потому что спутниковая система «Гонец», являясь оператором связи, собственно, и ООО «Сфера» станет оператором связи через какое-то время, полноценным и полноформатным. На текущий момент в госкорпорации существует один оператор по системам связи и трансляции, это спутниковая система «Гонец». И у спутниковой системы «Гонец» накоплен более чем 25-летний опыт, во-первых, управления аппаратами, а во-вторых, на текущий момент у нас есть прекрасный положительный опыт разработки системных проектов, эскизных проектов, аван-проектов по связным группировкам. Поэтому участие спутниковой системы «Гонец» как технологического партнера, как базовой организации для нового оператора, это вполне логичный шаг, это профиль спутниковой системы «Гонец». И тот накопленный опыт, который мы сейчас имеем к текущему моменту, он будет полностью использован для того, чтобы максимально эффективно ООО «Сфера», это предприятие, работало в части решения собственных задач. Ну и, безусловно, речь идет о связанности услуг, потому что спутниковая система «Гонец», предоставляя услуги телематики и передачи данных на тех мощностях, которые имеет на текущий момент, в перспективе обязательно должна быть связана со всеми услугами и сервисами, которые будет предоставлять ООО «Сфера». Ну, во-первых, здесь необходимо, конечно, более подробно остановиться на этом вопросе, потому что ООО «Сфера» с точки зрения связных группировок, это два больших проекта. Это проект «Скиф», это широкополосный доступ в интернет. Это то, что сейчас крайне востребовано, это то, что сейчас нужно. Это проект «Марафон», который записан в федеральном проекте «Сфера». Это интернет вещей. Отчасти это перекликающийся по названию, в первую очередь, интернет вещей с тем, что с теми услугами, которые предоставляет сейчас спутниковая система «Гонец». В то же время, если посмотреть на все эти проекты более внимательно и рассмотреть получателей услуг, посмотреть суть предоставления услуг, мы заметим, что вместе с «Гонцом» это получается полный спектр эшелонированных, мы так называем, такой применяем термин, услуг для конечного потребителя. Дмитрий Олегович Рогозин очень часто и много говорит о том, что наша страна, большая, огромная страна, может быть связана только космосом. Связь только космическая может быть действительно охватывать всю территорию страны. Это факт. И как раз на уровне эшелонированных услуг. С какими еще компаниями, операторами спутниковой связи будет сотрудничать, взаимодействовать спутниковая система «Гонец» в рамках нового, перспективного, становящегося уже реальностью проекта «Сфера»? Николай, мы сейчас ведем активную работу с двумя операторами связи. Это главные геостационарные операторы связи в Российской Федерации. Это ВГУП «Космическая связь» и «Газпром Космические системы». Эти предприятия, наверное, являются системообразующими с точки зрения телевидения, радиовещания в Российской Федерации. И без их участия невозможно построить новый системный проект. Поэтому мы пригласили уважаемые предприятия участвовать в проекте «Сфера». И они с удовольствием откликнулись. И сейчас мы ведем активную работу по формированию совместной и позиции, и точек роста и старта, для того, чтобы максимально
компетенции предприятий ВУК «Космическая связь» и «Газпром Космические системы» вложить в этот общий проект. Предприятие активно поддерживает проект «Сфера», и нам кажется, что вместе в такой большой, широкой компании мы добьемся, безусловно, успехов в 2 раза больше с их возможностями. Павел Геннадьевич, спасибо. Это «Большой космос». Мы продолжаем. Выездное производственное совещание на Ярославском радиозаводе провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Обсуждались актуальные вопросы и перспективные направления. Подробности в «Большом космосе» прямо сейчас. Ярославский радиозавод – ведущий российский производитель профессиональных средств радиосвязи. Высокотехнологичная площадка в марте этого года вошла в состав предприятия холдинга «Российские космические системы». Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным, а также временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым посетили теперь уже космическое предприятие области. У нас много направлений для сотрудничества. Вы знаете, что наш Ярославский радиозавод вошел в корпорацию «Роскосмос». Это новый такой импульс, серьезный, большой для развития радиозавода. Мы этот завод очень хорошо знаем, мы давно за ним наблюдаем, мы раньше размещали какие-то определенные здесь заказы. Ярославский радиозавод, помимо того, что он выпускает для нас начинку для космических аппаратов, он также нам крайне интересен с точки зрения и иных направлений работы. Это прежде всего создание абонентского оборудования для всех остальных орбитальных наших группировок. Одним из поворотных моментов в космической истории предприятия стал 2005 год, когда здесь стали производить аппаратуру для спутников-ретрансляторов и аппаратов ГЛОНАСС-М. С 2018 года на предприятии открылся полномасштабный космический цех. На сегодняшний момент у предприятия примерно половина объема – это космические проекты. Но есть вторая половина, которая представляет в себе серийную технику средств связи, средства спасания, радиоаппаратуру для комплексов связи авиационного назначения, сухопутного назначения. Сейчас с открытием огромного рынка для импортозамещения технологические мощности радиозавода смогут подставить надежное плечо российской экономики. А за счет сотрудничества с Роскосмосом предприятие сможет применить космические технологии в различных сферах и на Земле. Такие задачи, как освоение технологий, как широкое импортозамещение, нам в составе Роскосмоса, мне кажется, здесь открываются широчайшие перспективы под это. Я, наверное, не полукавлю, скажу, что речь идет о кратном увеличении объема производства. Благодаря интеграции в холдинг РКС у предприятия появится постоянная загрузка, а значит прибыль, которая позволит повысить и зарплату сотрудникам. По итогам визита Дмитрия Рогозина состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Ярославской области. Одно из направлений взаимодействия станет организация системы подготовки высококвалифицированных инженеров и рабочих кадров для предприятий ракетно-космической отрасли на базе учебных заведений региона. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел совещание с Олегом Белозеровым, генеральным директором и председателем правления РЖД. Главная повестка – совместный эксперимент по отработке космических оптических линий связи с квантовым шифрованием. Смысл эксперимента в следующем. На внешнем борту МКС, грузовом корабле «Прогресс-МС» и на Земле установить специальные терминалы для отработки каналов связи борт-борт и борт-Земля. Тема крайне заманчивая, безусловно, она обеспечит полноценную передачу огромных объемов информации, причем по невскрываемым каналам связи. Мы предложили бы здесь действовать в 2 этапа, как мы сейчас предварительно с вами обсуждали. Первый этап – это проведение самого эксперимента, подтверждающего наличие у нас в руках этой технологии, эксперимента с участием нашего экипажа и российского сегмента Международной космической станции, нашего корабля. На сегодняшний момент железные дороги без космоса не смогут жить не только в будущем, а уже сегодня мы с вами работаем. Я хочу поблагодарить за совместную работу. Без средств современных, в том числе и космических, выстроить единую систему контроля невозможно.
Также Дмитрий Рогозин подчеркнул важность продолжения сотрудничества госкорпорации «Роскосмос» и холдинга РЖД. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел встречу с представителями ведущих российских средств массовой информации. Мероприятие прошло в ТАСС. Основной повесткой стало доведение до руководства отечественных медиа позиции Роскосмоса по вопросам санкций и работы госкорпорации в новых условиях. Наши приоритеты главные – создание эффективной орбитальной группировки военного и двойного назначения, потому что армия нуждается в том, чтобы иметь хорошие глаза, слух, разведку, все видеть, чувствовать передвижение противника. Для каждого из нас космос связан с чем-то необычным, с чем-то чрезвычайно интересным, чем-то даже загадочным и непознанным. И то, что сегодня Дмитрий Олегович рассказал о потрясающих планах Роскосмоса, о тех выдающих достижениях, которые произошли за последние годы, конечно, было всем безумно интересно. Сегодня на Донбасс отправили гуманитарную помощь, которую собрали в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Руководство и сотрудники предприятия также приняли участие. Всего удалось подготовить более 6 тонн необходимых средств гигиены, продуктов питания и одежды. Свой вклад внес ИКБ «Химмаш». Они также предоставили продукты для гуманитарного груза. Наше предприятие открыло пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Он был открыт у нас в камере хранения для удобства, чтобы сотрудники могли, не занося на предприятие продукты или то, что там они принесли, сдать в камеру хранения. Четвертая смена «Звездный ветер Артека» объединила почти 2500 школьников. Встречи с космонавтами, мастер-классы, запуски учебных ракет – обширная, интереснейшая программа, но обо всем по порядку. Космическая смена в детском центре ежегодная, и в этом году она получилась особенно крутой. Уже в первые дни ребята отметили День космонавтики. Школьники посетили музей космоса, который был создан по инициативе самого Юрия Гагарина. А затем участники смены присоединились к всероссийскому космическому диктанту. При поддержке госкорпорации «Роскосмос» в рамках смены прошла иммерсивная выставка под названием «Космический бульвар». В этот день в гости к артековцам приехал летчик-космонавт, герой Советского Союза Владимир Титов. Любопытные, хотят много знать, но и сами уже знают много, поэтому общение всегда интересное, тем более сейчас вот эта космическая смена, она очень мотивирует. В программе было более 50 различных активностей. Тут тебе и мастер-классы по инженерии космических систем, и научно-технические шоу, и 3D-моделирование, и программирование, и очень много чего еще. Ребята даже успели поработать с российскими космическими системами. Сотрудники холдинга устроили для них настоящую лабораторию. Мы решили посвятить эту лабораторию, чтобы дети поняли, как устроена приемка данных, как спутники движутся по орбите и что можно делать со снимками, которые мы получаем с этих спутников. То есть такой полный спектр задач дистанционного зондирования Земли. Дальше больше. Артековцы могли сами собрать и запустить ракету. Пока что демо-вариант, но кто знает, может, именно участники этой смены в будущем станут работать уже на реальных космодромах. На протяжении всей этой смены мы собирали с ним проект гидродинамические ракеты, которая должна была взлететь. Помимо всего прочего, то, что она должна была взлететь, там есть определенный корпус спасения, в котором находится электроника, в котором находятся датчики. И по условиям нашей технической задачи, мало того, что она должна взлететь и раскрыть в определенной точке полета парашют, мы еще это усложнили, и она должна передать радиосигнал. Артек и сам успел побывать в космосе, но точнее его флаг. Космонавт, герой России Олег Артемьев запечатлел на МКС флаг Артека и картину ребят одной из смен центра. Создание солнечной электростанции, технологии дополненной реальности, работа астрономической лаборатории. Кажется, что после такой программы в Артеке Роскосмос получит десятки заявок с идеями новых проектов. И, может быть, именно артековцы реализуют план по колонизации Луны и Марса, когда вырастут.
«Хочу быть похожей на Валентину Терешкову», призналась одна из победительниц Всероссийского космического диктанта-2022. В этом году он объединил участников и участниц из 60 стран мира и 82 регионов России. Подробности у Нины Эльбаяновой. Интерес к космосу с каждым годом только растет. Это подтверждают рекордные цифры, которые привели организаторы Всероссийского космического диктанта. Возможность получить доступ к новым знаниям, к практикам, к нашим предприятиям будет у каждого из вас. И мы надеемся, что каждый из вас внесет свой вклад и впишет свое имя золотыми буквами в историю отечественной мировой космонавтики. Трансляцию диктанта в социальных сетях посмотрели более 1,5 миллиона человек. Из них более 60 тысяч писали диктант онлайн. Более 1500 человек участвовали в акции на 14 офлайн-площадках по всей России. Как признается герой России, летчик-космонавт и автор диктанта Федор Юрчихин, главное – это не победа, а увлеченность. Ведь для многих из тех, кто написал диктант сегодня, завтра космос может стать призванием. Мы из года в год имеем стандартные графы, имеем стандартные наборы по различным тематикам. То первое, с чего начинается наш диктант, это основоположники. Мы все должны знать, кто, что, о чем. Задача вызвать интерес, пробудить. И если из 200 человек 2-3 придут в нашу отрасль, мы победим, это точно. Диктант состоял из 30 вопросов. За каждый правильный ответ участник получал 1 балл. Одна из победительниц, Анастасия, учится в 8 классе и мечтает когда-нибудь полететь на орбиту, как Валентина Терешкова. Настя убеждена, информацию о космосе нужно получать только из проверенных источников. Я готовилась в основном самостоятельно. В интернете очень много информации. И надо уметь отличать достоверную от недостоверной. Самым юным участником, писавшим космический диктант на площадке ВДНХ, стал 9-летний Даниил Ракшин. Он набрал 20 баллов и получил специальный приз от президента Центра космонавтика и авиации Федора Юрчихина. Среди тех, кто участвовал в диктанте онлайн, также определили 50 человек, набравших максимальные баллы. Победители получили от госкорпорации «Роскосмос» ценные призы. А лучшим из тех, кто писал диктант в Центре космонавтика и авиации, вручили наручные часы «Штурман». Точные копии хронометра, который был на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете. В большом космосе время международных новостей космонавтики, и прямо сейчас мы узнаем, что сегодня подготовил для нас главный редактор экспертного медиа про космос, который я настоятельно рекомендую вам читать. Наш дорогой друг и коллега Александр Баулин. Саш, приветствую. Здрасте. Ну, начинаем мы в эфире. Спасибо. Ну, про китайские новости. Астероид, его пытаются сбить кинетическим методом и проверить пока, насколько изменится орбита. Дерзкая идея. Похоже на NASA DART, но теперь это китайская миссия, которая будет где-то в районе там, до 25-го, может, до 26-го года. И посмотрим, кто больше информации из этого извлечет. НАСА из своего эксперимента DART или китайцы из своего сбития астероида. Посмотрим, прочитаем про космос, уверен. Рассказывай дальше. Следующая новость опять про китайцев. Они собираются сделать коммуникационную систему, чтобы связываться с Луной. Например, с обратной стороной Луны вообще надо делать сорочий мост, да, как минимум 2 спутника. Ну и в целом, в общем, прямой связи с Луной у нас еще там не очень настроено. И тут интересно чем? Это будет там для спутников Чанья-6, Чанья-7. Они будут исследовать Южный полюс Луны, знакомо? Что-то я слышал о таком, да. Да, возможно, это войдет в наш общий российско-китайский проект Международной научной лунной станции. И таким образом, возможно, этой связью будут пользоваться не только китайцы, но и мы. Ну, как бы там пока еще до конца все это не утверждено. Ждем. Третья новость тоже китайская, конечно же. Ну, мы решили немножечко дать НАСА шанс отыграться, хоть немножко. Была миссия OSIRIS-REx, стала OSIRIS-APEX. В 2016 году стартовала, в 2020 году взяла пробы грунта с астероида Бену и должна в 2023 году сбросить капсулу с грунтом на Землю. Ну, после этого аппарат обычно сжигают, чтобы он не мешался в космосе никому. А в этот раз? А в 2029 году ведь страшный астероид Апофис диаметром 390 метров пролетит
в 30 тысячах километрах от Земли. С одной стороны... В непосредственной близости. Да, уже посчитали, что опасности для Земли в этот раз нет. С другой стороны, когда у нас будет другая возможность исследовать потенциальных убийц. Аппарат-то как раз умеет и пыль померить у астероидов, и посмотреть на рельеф. И таким образом мы надеемся побольше узнать про этого подозрительного субъекта. Саш, спасибо. Подробности вы, как всегда, узнаете в экспертном медиа про космос. А у нас новости с космодрома «Восточный», центра притяжения талантливой молодежи, стремящейся в космос. С 25 по 29 апреля на базе Амурского государственного университета проходит молодежный космический фестиваль «Амур-Космофест-2022». Одним из основных и интереснейших этапов фестиваля стал дальневосточный чемпионат по ракетомоделированию, который прошел на территории космодрома «Восточный». Амур-Космофест собрал на космодроме юных ракетостроителей. Но все по-взрослому. Ракета-носитель должна стартовать, у нее должен открыться парашют, сработать система спасения, а еще она должна передать на Землю телеметрическую информацию. Больше 50 участников подготовили опытные модели ракет, которые поднимаются на высоту до 400 метров. А открыл чемпионат экспериментальный старт ракеты «Капелла». Ее создали студенты Самарского университета имени Сергея Павловича Королева. И она способна подняться на высоту до 3 километров. Ракеты у нас будут подниматься на высоту от 300 до 400 метров. На двигателях порядка 100 ньютонов. То есть задача будет достигнуть максимальной высоты полета, передать телеметрию на Землю. Студенты из Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Самары, Санкт-Петербурга и Красноярска запустили свои ракеты с космодрома. Это не только ребята с профильным ракетным образованием, но и просто энтузиасты космоса. Как признается Андрей, студент первого курса Амурского государственного университета, планы на будущее амбициозные. У меня в планах запускать более обширные проекты, более мощные двигатели ставить. Поэтому это только начало. Чувствовал гордость за свою ракету, она так хорошо полетела, ровно. После завершения соревновательной части и всех этапов фестиваля участники получат специальные сертификаты, заверенные директором филиала акционерное общество «Цинки» Космический центр «Восточный», удостоверяющий факт пуска ракет с космодрома «Восточный». Увлекательный обзор астрофото и объекты Вселенной. Николай Вдовин в студии. Коль, тебе слово, рассказывай. Сегодня у нас одна из самых ярчайших туманностей на небе. Она называется туманность Киля, которая находится в 7500 световых лет от нас. 500, прости. Да, ее протяженность больше 300 световых лет. Ну, в общем, это огромная фабрика сверхновых звезд. Если телескоп «Спектр РГ», он может как раз в рентгене заглянуть за туманностью, в ней как раз и были обнаружены десятки сверхновых. А в 1830 году там в центре взорвалась одна звезда, которая стала самой яркой на какие-то несколько месяцев. Она была самой яркой звездой на небе. Но потом ее блеск быстро погас, и, в общем, сейчас мы видим то, что видим. Вот такая красивая туманность. Я всегда не перестаю восхищаться этим зрелищем и тем, как много ты об этом знаешь. Рассказывай дальше. Следующий снимок у нас из Архангельской области, Пинежского района. Это Алексей Кабанихин сделал такой снимок, называется он «Небо, звезды, космос». Вот в центре. Лаконично и точно, да. Небо, это треки звезд. Космос. Если поставить фотоаппарат, обращенный на северный полюс мира, ну или на южный, то вы увидите, да, через какое-то время такие концентрические треки звезд. А в центре полярная звезда. Третья фотография, видимо, самая прекрасная. Ну вот она, да, она мне очень понравилась. Это наше Солнце, сделанное через любительский водородный телескоп, еще их называют H-альфа телескоп. Это телескоп, который фильтрует 1/100-тысячную света, пропускает от Солнца. Вот, ну, по мне, так очень красивый снимок. В прямом смысле слова не земная, а солнечная красота. Что сегодня в объектах Вселенной? Сегодня у нас Мессия-64, туманность, подбитый глаз. Ну или темный глаз. Берегите зрение и внимательно смотрите объекты Вселенной.
Галактика «Черный» или «Подбитый глаз» Месье 64. Очень редкая и уникальная галактика. Все дело в том, что М64 состоит из двух слившихся галактик с разным направлением вращения. Из-за этого газопылевой диск во внутренней части объекта вращается в противоположную сторону относительно звезд и газа на его периферии. Огромные темные облака, закрывающие ближнюю сторону центральной области, создают регионы для бурного звездообразования из-за большого объема и плотности газа и пыли. М64 в 2 раза меньше нашего Млечного Пути. Расположена галактика в 18 миллионах световых лет от нас в созвездии Волосы Вероники. Впервые подбитый глаз был обнаружен в 1779 году астрономом Эдуардом Пижотом. Вы смотрели «Большой космос». Спасибо, что были с нами. Увидимся на информационных орбитах. Помнишь свой сон? Ты рассказывала, что хочешь увидеть другие планеты. Посмотри вокруг. Все, что ты видишь здесь, тоже раньше кому-то казалось невозможным. Но все возможно. Вот, смотри, самолетик. Возьми. А теперь загадай желание и запусти. И оно обязательно исполнится. И помни, где бы ты ни оказалась, мы в тебя верим. Нет ничего невозможного. Мечтай. У тебя все получится.